хорошо. Симпатичный. В форме. В форме был всегда. Очень аккуратный. Немногословный. Очень требовательный. Дети любили его. И классы у него были хорошие. Он по специальности был историком, насколько я поняла, но когда я приехала, он работал воспитателем. Тогда еще школа была средней, и ему было интересно работать, и детям было интересно с ним, потому что он многое знал. Он шутил, ну как и разговаривал. Очень короткие эти шутки были, но они были полны смыслом. И насколько я знаю, я работала в нескольких классах, у которых он был воспитателем. Дети у него тоже были такие, очень собранные, очень немногословные. Сказала, сделали. Знаю, что он жил в Тирасполе и каждый день приходил, никогда не опаздывал, не любил, чтобы кто-то опаздывал. Ну, в общем-то, он воспитал под себя. И насколько я тогда понимала, будучи молодым специалистом 21 год, он был образцом для учащихся. Но недолго я работала с ним. Потом еле жена работала в университете. Или у нее были проблемы со здоровьем, или у него, но он ушел. И немного лет спустя после ухода слышала, что его нет уже. Вчера Арнаут Иван Петрович, Шкиет Петр Петрович, Андрей Принц, Мазур, турист, Чиперута, Бендер, Дубасар. Его коллега. Они вместе организовывали экскурсии. Вот он и этот Петр Петрович, они вместе. Есть фотографии, там Ух ты! Unul este menționat ca cadru didactic care a desfășurat o activitate prodigioasă, da. в 61 году отмечено, что значит, развил особую деятельность. Какую? Активно работал в школе. А. Было вместе с ним. Там отмечали несколько лет. Это уже прошло 5 лет со дня основания школы. Было 150 детей. Угу. А было 60? Нет. Контингент вырос от 150 к 414 детей с первых по 9 классов. Значит, в этот период еще не средняя школа. Он работал по абнегации. Там много учителей перечисляются, которые работают с отдачей, да, с рвением. Ну, да. Благодаря им в очень коротком промежутке времени этот участок стал неузнаваемым. Фильм вопросы предана Aici, se inaugurase 2 internate, vis-a-vis școala-internat numărul 2 rusă, dar aici școala-internat numărul 1 moldovenească.
Я тут сделал. была инаугурация. На молдавянском. Да, школьном празднике. С самого начала там здесь на молдавском языке было. Да, я учили Бакрида. Вот. Вот это ясно. Он знал русский язык. Он говорил, он преподавал на русском языке. Конечно. Только. Ну, конечно, он знал. Через дорогу был интернат русский. Там русские классы были. По строительству, по архитектуре одно и то же. Но он Сейчас учился. там Колледж. колледж педагогический. Дети были с ближлежащих сел. Вот тут говорят, что вначале какую работу проводили учителя. Запасный словарь детей был такой. Бедный. И слова «пожалуйста», «спасибо», «дайте, пожалуйста», «извините, пожалуйста», их не было в лексиконе учащихся. Они кадры начали с этого. Али организовать праздники, которые потом были традициями школы, становились традициями. Вот еще. Или, наверное, начальник. И вот организовался и создали этот интернат. Были очень хорошие дети, очень хорошие, потому что я работала год, и у меня было 4 ученика, которые получили золотую медаль. Такие были. Ăștia doi profesori, tot educatori, au lucrat cu dumnealui. Они работали с ним. Василий Николаевич и Александра Константиновна. То есть это Другое такой класс поколение. обычно, да? Это класс. Да, это класс. От будни, можете. Кстати, он, кажется, учеником Ивана Петровича. Он профессор университета, уже на пенсии. Черней играет. Но очень интересно. На мой взгляд, я не могу сказать, если совпадает мое мнение с другими коллегами. И, может быть, это слишком молодая была, я не очень-то понимала. Хотя он любил молодых специалистов. Мы приехали 5 человек. Он шутил с нами, с уважением относился к ним. Ну, не как другие, которые считали, ну, какие-то пацанки, пацан пришел. До 1956 года здесь была педагогический техникум, педучилище. Потом сделали интернат, но это был только учебный корпус. Нет, там во дворе были и для пару классов там было. Фотография сделана 25 мая 1960 года. Где-то часиков 14, где-то так. После окончания начальной школы в Центральном парке, тут близко было, от города Бендер. Вот. Он подавал одно, значит, а думал другое, о другом. Ну, короче, это
историк, который понимал он все это. Дмитрий Птенцевич. Это советскую шпагу. Он же учил историю румын, уже научил. Ну, среднее образование имел. Лицей закончил в Румынах, он учил историю румын. Он прекрасно знал правду, а тут заставляют его говорить, а черт не знает кто. Так он говорил об этом, ну, так говорил, а мы же вопрос задавали, он требовал давать вопрос. Стал, когда получал наш вопрос. Ну так, если посчитать, то он воспитал где-то не так уж много. Ну, 33, там еще столько-то, было 60, где-то 100 человек. Ну, это немного, 100 человек. Он вел с 1 класса по окончанию. Ну, это человек, который своих детей не имел. Это ж как он переживал это, что вот он всю жизнь занимался чужими детьми. Для него это было очень трудно. И для Зинаиды Ивановны, и для него. Но тем не менее, вот так. Причем я не помню ни одного случая, чтобы о нем хоть кто-то когда-то где-то сказал плохое слово. Хоть маленькое даже. Это все время восторженный отзыв о нем. Всех. Это самое. Мы узнаем вот скажем, первый выпуск и второй выпуск Ивана Петровича. Мы даже по его выражениям, мы узнаем друг друга по не знаю, по воспитанию. По выражениям, я не знаю чего, что-то от него осталось. Так что у него на самом деле по меньшей мере 100 детей, а внуков не счесть. Вот так, Иван Петрович.